Всем большой привет, с вами снова Настя, и это четвертая заключительная часть моего мастер-класса по выплетанию короба для хранения с крышкой. Крышка имеет внутренний бортик для четкой фиксации на самом изделии. Сегодняшний мастер-класс по выплетанию крышки подойдет не только для прямоугольных, квадратных изделий, также вы можете воспользоваться данным МК для плетения, допустим, крышек овальной или круглой формы. Потому что я всегда использую одно и то же правило, которое придумала сама для себя. И, в общем-то, оно меня всегда выручает и никогда не подводит. При выплетании крышки, когда вот я уже закончила плести свой короб, опять короб по индивидуальным размерам, я напоминаю, что его размеры 41 на 38 сантиметров, я замеряю 3 последних ряда плетения. То есть у меня использована тройная веревочка, последние ряды плетения, и загибку также я делала имитацией тройной веревочки. И получается, высота этих 3 рядов у меня составляет 2 сантиметра 1 миллиметр. Если вдруг вы, допустим, плетете двойной веревочкой и заканчиваете последний ряд также имитацией двойной веревочки, или наоборот, плетете двойной веревочкой, а заканчиваете загибку, делаете там имитацией тройной веревочкой или розгов 3 прута, то тогда вы просто замеряете эти ряды, последние 3 штуки, и используйте их при выплетании вашей крышки. То есть у меня есть основа какая-то, и эти 3 последних ряда я использую при выплетании крышки, последние ряды. Вот они у меня те же самые задействованы, что и на окончании короба. Все, здесь все просто. Теперь самое сложное понять, каких размеров сплести мне основную часть. Ну, либо прямоугольную, либо круглую, допустим, да. Я знаю, что у меня короб имеет размеры 41 на 38 сантиметров. 3 последних ряда у меня получается, ну, пускай грубо выражаясь, до 2 сантиметра захватывают, 2 сантиметра плетения. Выплетаю дно прямоугольное на крышку я следующим образом. Вот здесь по самой длинной части у меня получается 41 сантиметр. Такая же ширина, как у моего короба. Я отнимаю с каждой стороны по 2 сантиметра. То есть 41 минус 4. Получаю 37. 37 это по длинной части. Высоту, ну, по другой части у меня 38 сантиметров имеет ширину короб. Вот я 38 отнимаю также 4 по 2 сантиметра с каждой стороны. И получаю 34 сантиметра. То есть мое прямоугольное дно должно быть сплетено по размерам 37 на 34 сантиметра. И далее я проплету один ряд тройной веревочки, выведу трубочки на плетение внутреннего бортика и просто сделаю загибку, ту же самую, что я и делала при выплетании короба. Ну и как итог вышесказанному, чтобы сплести крышку по индивидуальным размерам вашего короба, необходимо знать всего лишь 2 параметра. Первое. Это готовые размеры вашего изделия. Если короб прямоугольный, необходимо знать ширину и глубину. Если он круглый, то тогда диаметр. Также нужно знать высоту 2 последних рядов плюс загибка. Именно эти ряды с загибкой мы будем использовать при окончании плетения нашей крышки. Чтобы узнать размеры основной части крышки до проплетания последних рядов, необходимо высоту этих 3 рядков умножить на 2 и вычесть из размеров готового изделия. Я сплела прямоугольное дно по нужным мне размерам. У меня размер получился 34 на 37 сантиметров. Хвостики стоек совсем небольшие, потому что мне буквально нужно будет пару рядов проплести. С угловыми стойками, как я поступаю, точно так же, как и при выплетании дна для короба. То есть лишнее я подрезаю и вывожу наружу. У меня получается одна стойка выходит в одну сторону и 2 в другую. Вот лишнюю одну
я подрезаю. Оставляю только те две стойки, которые находятся близко друг к другу. И теперь я их подгибаю, вывожу под углом 45 градусов. Если у меня получается прямой угол, я их под 45 градусов вывожу. Те стойки, которые у меня здесь, видите, только двойная получилась. Также лишнюю вторую я подрезаю. И методом подстановки ввожу дополнительную слева. Но в первой части видео, где я плела прямоугольное дно, я уже поясняла, почему я это делаю. Так, аккуратно все поправляю. Ну и вновь делаю четкий уголок. То есть у меня на углах должны получиться две стойки с одной и с другой стороны. При помощи метода подклейки ввела в работу 3 рабочие трубочки. Сейчас начну проплетать первый ряд тройной веревочки. Все как обычно. Так, через 2 за третью завожу и аккуратно проплетаю. Так, сейчас пора наращивать вот за этой стойкой, за этой и в угловой. Но здесь все понятно. Срез я буду делать кверху, как поступаю с угловой стойкой. Довожу до угла. Вот мои виточки плетения. Показываю вам. Именно в этом месте делаю подгиб, образуя прямой угол. Срез сделаю ровно вот так. То есть он у меня, получается, смотрит в сторону, в бок. А здесь как обычно. Заострила, нарастила. Все, продолжаю плести. При выплетании угловой стойки я четко ее выкладываю в нужную позицию. Беру эту рабочую трубочку, завожу за эти две стойки. Выкладываю четким уголком. Впрочем, поступаю точно так же, как при выплетании дна для короба. Все, завела, выложила. Сверху, которая рабочая трубочка у меня идет, также довожу, только теперь поверх стоек подгибаю под уголком и завожу за следующие стойки. Образую рабочими трубочками, плетением здесь прямой угол. Завела. Следующую трубочку чуть ниже подгибаю, выкладываю и проплетаю третью стойку. Вот что у меня получилось. И таким образом проплетаю весь периметр моего прямоугольного дна. Дошла до первоначальных стоек, закрываю ряд. Все как обычно. Так, выровняла плетение. На втором ряду что мы делаем? Теперь оплетаю не две стойки, а только одну. Ну, допустим, поднимаю вторую, а одну левую оставляю внизу. Плотненько ее поджимаю рабочей трубочкой и укладываю на место. Ну и так дальше. Здесь ничего сложного. Довожу до стойки. Одну оставляю внизу, другую оплетаю. На угловых стойках я поступаю точно так же. Единственное, да, что одну оставляю внизу, вторую вывожу также четко по углу. И, как и при выплетании первого ряда, поступаю точно так же. Опять по всему периметру. Дошла снова до первоначальных стоек. И смотрите, плетение немножко поднимается, второй ряд я имею в виду, из-за того, что образуется давление наших трубочек. Ничего страшного, этого пугаться не нужно. После того, как сделаю загибку, все выровняется и будет ровно. Так, сейчас мне нужно вообще полностью закрыть не то что ряд, вообще плетение. Все, последний, третьим рядом я буду делать загибку.
Раз, два, три, стойка. Поднимаю, опять завожу за стойку. И мне нужно вывести хвостик вот этой рабочей трубочки в плетение. Ну, как я обычно поступаю при закрытии плетения ряда на корзинах. Точно так же и сейчас. Так, вывожу, слегка подтягиваю. Фиксирую стойку и тяну. Только не сильно, чтобы у меня угол не ушел. Ну и у вас тоже. Пока оставляю. Так, тут через один ряд выводила. Здесь буду через полтора. Также через 2 стойки за третью, за одинарную. Проминаю хвостик. И вывожу в плетение. Опять подтягиваю. Так, сильно подтяну. И теперь через 2 ряда. Ничего сложного здесь нет. Так, подтянула. Стоечки 2 захватила. Слегка все подправила. Не зажимайте, опять повторю, чтобы угол у вас не ушел. Все. Лишние хвостики в плетении аккуратно я подрезаю. Там внутри. Так, плетение ряда закончено второго. Переходим к загибке. Загибку вот у меня сейчас образовались хвостики стоек, которые выходят наружу. Впоследствии я буду их подгибать и при помощи них выплетать внутренний бортик. Пока я их не трогаю. Здесь у меня изнанка. Обратно все переворачиваю и подрезаю перед загибкой вот эти хвостики, которые у меня идут на самой крышке. Хвостики, которые пойдут на плетение, выплетание внутреннего бортика, я их оставляю. Подрезаю только те, которые сейчас у меня сверху оказались, которые я оплетала. Подрезала новые рабочие трубочки до плотного места. Промазала клеем полимерным. И теперь абсолютно с любого места начинаю подставлять слева от обрезанных стоек рабочие трубочки, ну, стойки для наращивания. Ой, для наращивания, говорю, для загибки. Аккуратно подставляю. Главное, чтобы они не выскакивали там с другой стороны, чтобы их было не видно. Подставляю я стойки для загибки трубочки не сразу по всему периметру, а только небольшое количество, чтобы они не успевали высыхать. Загибку буду делать то же самое, что и на коробе. Здесь ничего сложного нет. Единственное, покажу вам, как обходить углы. Начну, обойду углы и покажу, как заканчивать. Дошла до угловой стойки. Моя трубочка, вот которая на углу я ее обрезала, она четко вот здесь находится. Я подклеиваю именно на угловой стойке не слева от обрезанной стойки, а поверх нее. То есть ровно вывожу эту стойку, трубочку по углу. Вот таким образом. Вот она, моя первая стойка. Подставляю, допустим, можно палочку или обрезок рабочей трубочки. Как обычно. Под первый подставляю, начинаю заводить эти стойки друг за друга. Аккуратно выкладываю друг за дружку. Так. Так, чтобы вам тут было лучше видно, у меня и трубочки не помять. Вот моя угловая. Эту приподнимаю, крайнюю, которую завела, видите, немножко приподнимаю, довожу до угловой. Там внизу у меня трубочка, которая подрезанная. Вот прям поверх нее, по ней завожу стойку. Тоже слегка приподнимаю.
завела, приподняла и четко угловую стойку завожу за следующую. Придерживаю. Раз. Все, теперь уже это можно отпустить. И далее загибаю все до конца. Загибку делаем имитацию веревочки из 3 через 2 перед третьей стойкой. Также завожу хвостики. Все как я обычно делаю. Довела до палочки, делала подгиб вниз, подрезала и ввела плетение. Дошла до моего угла. Вставляю также слева от стойки палочку. Следующую трубочку выкладываю для завода. Довела до нее. Делаю подгиб. Срезаю. Обязательно вот здесь в уголке промазываю клеем этот хвостик, потому что он может выскочить. Сильнее делаю, обычно я сгибаю под прямым углом, а здесь получается под острым. Сгибаю и рядом вот таким образом выкладываю. Следующую трубочку беру, довожу до угла, до нижней рабочей стойки, ой, до нижней стойки, которая выглядывает до хвостика. Образую четкий уголок, прямой. Вот видите, вот так. Так, сейчас забыла подставить палочку. Довела до палочки, опять сделала подгиб. Все, подрезаю. Подрезала, вставила. Мне сейчас самое главное образовать здесь красивый прямой угол. Следующую беру и чуть ниже ее подгибаю. Выкладываю. Ну и все, дальше то же самое завожу в плетение по рисунку. Делаю загибку, продолжаю. Загибка доделана. Теперь крышечку мы переворачиваем для выплетания внутреннего бортика. После того, как крышку я перевернула, все вот эти стойки, хвостики обязательно плотно загнула вовнутрь по всему периметру. Подставила методом подклейки 2 рабочие трубочки за стойкой и в плетение. Подклеила и проплетаю все эти стенки по периметру двойной веревочкой. После выплетания первого ряда я всегда крышку подставляю к коробу, чтобы проверить, все ли у меня четко и ровно. Если вдруг необходимо будет, да, ряд этот я расплетаю, там, может быть, придется где-то подтянуть эти хвостики. Если, наоборот, крышка у вас ходит ходуном очень свободно, то тогда есть возможность всегда проплести тройной веревочкой, потому что она образует более плотное плетение, более широкое. И тогда фиксация крышки будет более четкой. Я показывать полностью, как я выплетаю бортики, не буду, не нахожу это нужным, потому что это самое простое, что можно сплести при выплетании короба. Единственное, дохожу до угловой стойки и точно так же, как я и плету сам короб, подгибаю на углу рабочую трубочку, завожу ее за следующую стойку. При выплетании первого ряда я всегда вот эти стоечки, хвостики подтягиваю и немножко увожу вовнутрь, потому что они так и норовят выгнуться в обратную сторону. То есть плетение я как бы укладываю немножко с наклоном вовнутрь. Ну и все. Проплетя
там 2, 3, 4 ряда, сколько вы считаете нужным для себя, вы можете срезать все стойки. Да, после того, как закроете плетение, срезать все стойки, покрыть просто крышку лаком, и все четко зафиксируется, никуда ничего не денется. И либо подставить слева дополнительные трубочки и сделать красивую загибку. Сушку крышки после грунтования я произвожу прямо на коробе. Для этого какой-нибудь целлофановый пакет одеваю сверху, поверх, и аккуратно подставляю, чтобы стенки внутреннего бортика четко легли по нужной форме. Когда она подсохнет, возможно поверху уложить какой-нибудь предмет, например, доску, для ровности прилегания к самому коробу. Все, на этом мое видео подошло к концу. Спасибо всем большое за просмотр. Творческих идей, легкого плетения. И до новых встреч, друзья. Пока-пока.